Друзья, всем привет! Это Но для начала хочу сходить постричься, чтобы быть в новом году красавчиком, скажем так. Я иду к своему барберу, я у него стригусь уже давно, уже практически год. Он меня стрижет. Познакомились мы с ним, когда я еще жил в отеле в Издане, про который я снимал выпуск, рассказывала вам. Вот. И он открыл свой барбершоп не так давно, буквально 2 месяца назад, совсем рядом с моим новым отелем, кстати, что очень удобно. И хороший барбер, парни меня поймут, хороший барбер это как прям хороший старый друг, знаете, с детства, к которому ты приходишь, можно пообщаться, вот, абсолютно на любые темы. Ну и плюс он знает, как тебя стричь. Не нужно каждый раз объяснять новому парикмахеру, барберу, как тебя постричь. Чуть меня не сбил мотоциклист. Вот, так что присаживайтесь. Также вот вчера отметили у себя в отеле. Хотели поехать на салют, но было просто нереально много людей. И я знал, что так будет. Мероприятие бесплатное. Первый раз в Катаре такое происходит. Людей было очень много там. Метро, такси тоже заоблачных денег стоило. Поэтому мы решили скромненько посидеть в отеле, отметить нашей скромной дружеской компанией. И не пожалели. Посидели классно, пообщались в кругу близких здесь людей. Вот. Созвонившись со своими близкими тоже из Беларуси,
по видеосвязи. Даже не верится, что уже 24-й год, ребят. А вы как? Ощущаете, что уже 24-й год? Дропните комментарий снизу. Верится вам вообще в это или нет? Я до сих пор не верю. Для меня это еще 2012, как будто он недавно только был. А уже 2024 год. Знаете, в этом году вот я для себя понял, что неважно, в какой ситуации вы находитесь, всегда нужно оставаться добрым, позитивным человеком. Не нужно делать зло на зло. Лучше, знаете, лишний раз просто никак не отреагировать. И человек сам поймет, что, возможно, он сделал какую-то херню. Вот. Не все, конечно, поймут, но человек разумный поймет. И делайте добро, и оно вам вернется. Трудитесь, помогайте по возможности людям, и все вам вернется. How are you? Happy New Year. I will wait for you. Yeah? Actually, I will go to withdraw money. You still don't accept cards on the cash? No? Yes, still. I will go to withdraw. Не везде, в общем, здесь, не во всех барбершопах, скажем так, принимают карты. В процессе у него еще он только вот открылся, надо сходить снять кэш. Да, я, в принципе, всегда кэшем плачу, так проще им. Вот. Чтобы налоги такие большие не платить с транзакции каждой. Потому что по карте, если оплачиваешь, то там прям банк взимает достаточно много денег. Не как у нас. Поэтому снимем денежку. Здесь соседний супермаркет есть, там как раз есть мой банк. Вот так, кстати, выглядят катарские деньги. 50 реал — это примерно $15. Находится он, кстати, барбершоп в 5-звездочном отеле. Кому надо, Дусит Hotel. Классный барбер, очень классно стрижет. Всем советую. Yeah. How's life? I'm shooting vlog today on my YouTube channel. Say something to my subscribers. This is my friend Kadir, guys who is living in Qatar. Приходите, пострижет как надо. Я буду in Russian, because my vlog is in Russian. Зарос я, короче, месяц не стригся. I will do before and after now, also to post in Instagram. Yeah, sure. How about you? How did you celebrate your New Year? With friends yesterday. Yes, girls, drinks, and Girls and drinks? Good. I just woke up a few hours ago. I see you was drinking whiskey. Короче, погнали. The basketball very good, right? The basketball there good. Все, в общем, постригся. Качественно, как обычно. Все супер. Наконец-то.
Так что кому если надо, Sharp Edge Barbershop называется. Ребята, welcome, кто живет в Дохе. Барбера зовут Кадыр. Скажете, что от меня сделают скидочку. Уже и солнце садится. Уже закат. Быстро же здесь темнеет, конечно. Сейчас только 4:30. Уже темно. Ну, хоть сегодня одно дело сделал. Какой гелик здесь стоит, офигенно. AMG. В Катаре с 12 февраля будет проходить также азиатский чемпионат мира по футболу. Очень странно, Азия принимает участие. Япония, Корея, что там еще? Саудовская Аравия, Ливан и Иран, Ирак, по-моему, вот эти вот страны. Хотим сходить мы тоже с Низамом. Посмотреть, если получится. Первый матч будут играть катарцы против ливанцев. Думаю, трибуны будут полные просто людей, однозначно. Здесь ливанцев очень много в Катаре. Мне задавали вопросы также очень многие казахи, как прилететь в Катар. Многие, я знаю, летают через Стамбул. Можно также через Оман прилететь сюда. Вот, вроде бы не проблема этой. Не так дорого это стоит. Так что или через Стамбул, или через Оман. Дешевле всего выходит. По жилью здесь в отелях, ну вот конкретно в отеле, в котором я живу, Victory Hotel называется. Victoria Hotel. Здесь стоит ночь 180 реал. Если вот посуточно снимать, 180 реал это где-то $50. Неплохой район, вот. Ну, я думаю, что вы можете найти что-то и получше. Потому что я живу в 4-звездочном отеле, но на 4-звездочный не дотягивает, как по мне он. Можете поискать, переплатив там до $20, можно намного лучший вариант найти. Кстати, есть салон автомобилей китайских. Чанган. Сейчас хочу зайти посмотреть, почем китайские автомобили здесь. Это, кстати, одна из самых популярных марок китайских. Вот здесь конкретно в Катаре. Очень много я Чангана здесь вижу. Да, ждать приходится всегда долго. Как повезет. На светофоре прям я уже стою, наверное, минут 5. Жду, пока загорится хотя бы у них красный свет, чтобы перебежать дорогу. Вот классный, кстати, экземпляр. Цвет приятный такой, голубой. Unity Чанган. На жука похоже чем-то. Ручка так открывается, интересно. Ну, по дизайну китайцы классно выглядят. Что вы сигналили? Салон шикарный, конечно. Стоит 110 тысяч реалов всего лишь. Где-то $30 тысяч. Такой автомобиль. Ну, шикардос. Вот такие бабки, получается, вот кожаный салон. Очень стильно выглядит. Приятно сидеть. Вот Чанган, кстати, один из таких автомобилей, которые не противны взгляду. Full option, 110 тысяч реал. Я сейчас... Цифра сейчас выскочит, сколько это в долларах. Но это недорого за новый автомобиль. Прям так вот. Спереди вот так вот выглядит.
Тоже стильно. Фары классные. Классно смотрится. Очень так дерзко. Единственное, что мне вот эти вот черные накладки не очень нравятся. Но так вообще стильная тачка на каждый день. Вот еще экземпляр тоже красивый. Смотри, новая какая-то. Салоны все плюс-минус одинаковые у них. It's always like this when you open the car. It's irritating, you know? Let's get inside. Ah, that's why. When the key is in my pocket, it's not working like this. Okay, but it's irritating, you know? It's leather. The interior is natural leather or it's center? Руль прикольный, в общем, такой срезанный. Этот экземпляр еще дешевле. Стоит сколько? 98 тысяч реал. На 12 тысяч реал меньше. Где-то на 3000 долларов меньше. Места хватает. Здесь прям много места. Единственная вот проблема, если ключ в машине получается, ты нажимаешь, вот, чтобы открыть, и она сигналит постоянно. Раздражает. Но сделано вроде качественно. Металл такой неплохой. Сзади похоже на Audi A7 оптика. Чанган Unit V называется. Вот какая-то заряженная версия Unit T. Спортивная, видимо. Здесь уже такая типа обводка. Спорт. Цвет такой приятный тоже. Металлик с такими вот вкраплениями какими-то. Забабахали такой спойлер интересный. Чем-то похоже на Джили, получается, вот этот Джили, как она называется? В общем, на Джили похоже. Джили Курей, вот вспомнил. Но смотрится очень дерзко. Суппорта такие зеленые. Спереди такая губа. Стильно очень смотрится. Линия очень приятная. И салон тоже такой. Идентичный, как голубая машина, но только здесь прям черный весь, с такими вставками зелеными. Натуральная кожа. Классная тачка. Очень стильная. Я сзади сел вот в этот Unit T. Сзади места очень много. Хватает места сверху также для головы. Панорамная крыша полностью. В общем, неплохой автомобиль. Вопрос только по эксплуатации, насколько он долговечен. Но время покажет. Они пока залетели на рынок только. На Катарский, если они зашли, значит, они знали, что здесь погодные условия летом для автомобилей очень тяжелые. За счет климата здесь тачки не ржавеют. Можно встретить старые экземпляры BMW, Mercedes. Я видел Mazda здесь, кстати. По кузову вообще в идеале. Бля, курей выращивают здесь.
столько не найдешь. Жесть. Бизнес малый. Здесь, кстати, очень дохера воркшопов. Ребята чинят тачки. Для меня уже must-have 1 января. Каждый год я уже на протяжении которого времени обязательно иду в зал. Закончим этот день красиво. Также сегодня пропотею. Нужно калории сжечь, которые вчера ночью наели. Так что go потреним и закончим этот день красиво. Каждый вечер выхожу сюда вот на руфтоп к нам, на крышу, понаблюдать за закатом, выпить чайку или сачку какого-нибудь. 1 января, ребят, еще раз вас с Новым годом. Всего самого офигенного в этом году. Вы много задаете вопросов, мне это нравится, мне нравится отвечать на ваши вопросы. Для меня это кажется, типа, элементарно что-то, потому что я здесь живу, вот, и так всегда в жизни. Ты к чему-то привыкаешь, тебе кажется, что все вокруг это знают. Но, оказывается, много у вас есть вопросов, поэтому задавайте, пишите в инсте, я оставлю здесь инсту в комментариях, пишите, тоже буду по возможности на все вопросы отвечать. Ребят, те, кто планирует приехать в Катар, сейчас прям офигенная погода, советую. Плюс Экспо еще до сих пор идет, оно будет до марта идти. Также азиатский этот чемпионат мира, на него тоже можно попасть, сходить, и будет, я думаю, красочно, офигенно. В общем, в Катар приезжайте, не пожалеете. Ребята в крикет играют. Штиль, ветер молчит, упал белой чайкой на дно. Штиль, мой корабль забыт, один, море призрачных снов. Между всех времен, без имен и лиц, мы уже не ждем, что наступит бриз. Штиль, сходим с ума, жара пахнет черной смолой. Штиль, одному лишь нужна. Такой вот вложик получился коротенький у меня, первый в этом году. Всех с праздниками, с грядущим Рождеством.